Эфир, говорят, мне уже начался. Давно мы не виделись. На самом деле много времени отнимает такая работа, как формирование новостных новостей, описание тех или иных событий. Вот. Но эта работа, я понимаю, что она нужна для того, чтобы информировать всех о ходе текущих событий. Так, как обычно, ребята, задавайте, пожалуйста, вопросы. Я буду их видеть на экране и, конечно же, на них дам ответы на все. Вижу уже пару вопросов, что кто-то долго ждет выпуска. Да, теперь он есть, этот выпуск. Значит, в течение, так, не знаю, 10-12 минут я освещать буду события, которые у нас произошли за январь, февраль и март. А потом я готов буду ответить на все ваши вопросы, ребят. Так, веду. Это, вот, кстати, вижу, это MacBook у нас Максима, а он еще лайк даже не поставил на трансляцию. Ладно, я поставил с него, добавился один. Так, значит, ребят, что у нас произошло? Я тут себе записочку сделал перед эфиром. В январе мы открыли офис в Дубае. Сейчас трансляция, она ведется именно из этого офиса. Это прекрасное пространство размером 600 квадратных метров. Вот. Часть команды небольшая сейчас уже здесь, в Дубае. И также мы будем продолжать переброску нашей команды из Новосибирска сюда, в Дубай. Для чего это нужно и почему это нужно? Ну, потому что, ребята, центр событий, он, наверное, сегодня здесь. Вот. Потому что все страны мира и Экспо здесь, и, значит, у нас здесь постоянно происходят встречи. Кто-то приезжает к нам в офис. И вчера ребята были, например, из Италии. 5 дней назад были ребята из Индии. 4 дня назад были ребята из Вьетнама. То есть это наш такой центр. Поэтому это очень важное место. Мы ожидаем также поступления сейчас оборудования из Китая для того, чтобы мы могли приступить к созданию такого большого макета, большого проекта. Это будет уже именно Дубай с конкретной локацией, где мы будем интегрировать два проекта. Это проект «Город», «Логистик Экосистем» и проект «Ветер». Сейчас уже я на самом деле полностью знаю географию города, и я знаю планы по развитию этого города, какие территории пойдут под реконструкцию. В общем, и я считаю, что сейчас, собрав эту информацию в течение 7 месяцев, мы эту наилучшую территорию определили, и, конечно же, мы ее будем представлять местному руководству. Но это будет не скоро, это будет, у нас на эту работу идет, наверное, месяцев 5 или 6. И это оптимистичный, на самом деле, прогноз. Но работа большая, серьезная. Понимаете, ребята, когда делаешь презентацию очень занятым и людям с большим достатком, вы сами понимаете, что самое ценное в их жизни – это время. Так поэтому, чтобы полностью мы могли дать наиболее полное представление о проекте, мы должны к этому хорошенько подготовиться. Поэтому это не должна быть просто встреча, это не должна быть просто устная встреча, рассказ с помощью картинок. Это должна быть достойная презентация на высоком уровне, и мы в силах это сделать, и мы это сделаем. Так, ну что, дальше у нас в январе еще была поездка у меня в Эль-Рияд. Вот. Эль-Рияд – это столица Саудовской Аравии. Я побывал в офисе проекта НИОМ. НИОМ – это инновационный город. Я думаю, многие о нем слышали. Когда король Саудовской Аравии в декабре 2019 года объявил о том, что у Саудовской Аравии есть план создать суперсовременный город с использованием самых последних технологий и достижений в нашем мире. Вот. И, значит, знакомство и презентация были достаточно
С простыми, и, значит, в этом офисе побывал я один, я не так хорошо говорю на английском языке. Ну, в общем-то, меня поняли, о чем идет речь. Я взял с собой подачи наших проектов, и мы договорились, что я вернусь через месяц. Почему так? Потому что людям нужно всегда время, понимаете? Когда что-то заявляешь им новое, люди редко, когда готовы это воспринимать всерьез. То есть сначала это кажется, все это кажется фантастикой, но со временем они могут, используя эти подачи, посоветоваться со специалистами в области механики, физики, и те могут сказать, ну почему бы да, почему бы и нет, это вполне, в принципе, теоретически это реализовать все это можно. Вот. Ну и, соответственно, сейчас подготовлен у нас макет для Неома. Это такой макет-подарок. Вот. Он небольшого размера, где-то 1 метр квадратный, где именно мы включили нашу технологию в их этот грандиозный проект. Вот. И есть план этот макет доставить к ним в офис. Ну, ребят, я не знаю, насколько хороший это будет иметь эффект. На самом деле там идет сейчас работа. То есть до конца, как он будет выглядеть, этот город, еще никто не знает. Вот. Есть сейчас только лишь концепции, есть сейчас конкурс и отбор компаний, которые будут участвовать в создании этого города. Но требования к этим компаниям очень жесткие. Такие, как предоставить в том числе выписку с расчетного счета с движением денежных средств там, за последние 5 или 6 лет. То есть уже созданные проекты нужно представить. Очень большая анкета. Вот. У нас таких компетенций, указанных в этой анкете, в настоящий момент, я вам скажу честно, нет. С одной стороны. Но с другой стороны у нас есть хорошая инновация, которой нет у других. И вот эта поездка, которая сейчас предстоит, это будет еще одна попытка донести до них, что существующие корпорации или крупные компании, архитектурные бюро, проектные организации, они вам могут предложить то, что уже где-то есть, или то, что они уже создали. А если вы хотите реализовать инновационный город, то, ребят, вы должны воспользоваться этими новыми решениями. И поэтому вы обязательно должны взять во внимание такой зарождающийся, то есть только что родившийся проект, например, «Ветер», и понять, что город не может быть суперсовременным, супер там, экологичным, когда он не использует такую технологию. Ну, я не понаслышке знаю о сегодняшних технологиях по возобновляемым источникам энергии. Заявления звучат такие от Саудовской Аравии, что этот город будет полностью использовать электрическую энергию из возобновляемых источников, то здесь ну, можно предположить, первое, это ветроэлектростанции. Но сейчас, если часто мы знаем, что используется именно с горизонтальной осью, с вертикальной осью в промышленных масштабах пока еще никто не умеет получать электрическую энергию. Это значит, что они их должны будут поставить на каком-то расстоянии от поселений, потому что эти ветроэлектростанции, они несут в себе инфразвук, и они работают только там, где сильный ветер, а не факт, что рядом с городом Неом там есть сильный ветер и так далее. Но я не пытаюсь их как-то унизить или сказать, что это плохие технологии. Совершенно нет, конечно. Это технологии хорошие, они проверенные, но они требуют все-таки достаточно больших затрат, так как от этих ветроэлектростанций нужно еще сделать достаточно продолжительные дистанции инфраструктуру проложить для того, чтобы передать эту электрическую энергию. Ну и, как всегда, остается проблемой накопления электрической энергии. Сказать, что сегодня есть очень хорошее решение, полностью готовое к использованию, когда, там, например, гравитационный накопитель, ну, для больших, крупных масштабов, там, да, они существуют, но это тоже отдельная инфраструктура, она тоже стоит денежных средств.
В нашем же здании мы бы могли интегрировать такие накопители уже непосредственно в наше здание, если мы говорим о гравитационном накопителе. Но пока они еще, конечно, не достигли, насколько мне известно, такого уровня, чтобы занимать действительно небольшую площадь и выдавать необходимый результат. Поэтому, если говорить о горизонтальной ветроэнергетике, то она все-таки будет дороже, чем наш вариант, да. А если мы говорим о солнечных панелях, то все-таки солнечные панели – это тоже не дешевое удовольствие. Как правило, срок окупаемости таких проектов 20 или даже 25 лет, а срок службы таких панелей составляет 27 лет. И плюс ко всему нужно тратить электрическую энергию для того, чтобы их еще и остудить. То есть они вырабатывают электрическую энергию, но часть энергии мы должны потратить на то, чтобы они не перегревались, для того, чтобы они оставались в рабочем состоянии. И на это нужно тоже тратить энергию. Ну и опять же их нужно мыть и протирать от пыли. И, конечно же, потеря земли. То есть сейчас это пустыня, сейчас это какая-то живая природа, инфраструктура, все равно там есть животные и так далее. Но если солнечные панели будут там размещаться, конечно, это будет уже какое-то вмешательство, что нежелательно. Ну, в общем, я думаю, что доводов будет достаточно у нас для того, чтобы они обратили все-таки на нас внимание, и у нас зашел диалог о том, чтобы наша технология могла и использовалась бы в этом самом инновационном городе, в Саудовской Аравии. Так, да, ребята, еще у нас состоялась поездка в Бахрейн, и там в настоящий момент определена локация, где мы разместим наше здание с ветроэлектростанцией, и мы на этот счет готовим промо-ролик. Макет для Бахрейна мы специально делать не будем, не планируем, пока такой необходимости нет. А промо-ролик мы этот сделаем. Вот. В каждой стране вообще есть свои, конечно, нюансы. Например, так, в двух словах, даже ролик сделать это все равно требует труда, потому что только лишь одна компания, наполовину государственная, имеет право сделать съемку с дрона. Вот. Поэтому было некоторое время потрачено, израсходовано на ее поиски, на заключение с ними договора, на перечисление денежных средств на их счет, а это другая юрисдикция, это тоже не так все просто. И сумма тоже не маленькая, за дрон нам пришлось отдать, по-моему, $1600 буквально за 20-30 минут работы дрона. Вот. Но это я не жалуюсь, это я просто рассказываю, что не все, ребята, на блюдечке вот бери и используй. Но все-таки так. И этот ролик мы также планируем, соответственно, презентовать Министерству строительства Бахрейна. В Бахрейне, мы знаем, уже есть здание, в которое внедрена ветроэлектростанция, но это скорее здание сделано для рекламы. Это работоспособное устройство, большой объем энергии с него трудно получить, это горизонтальная ветроэлектростанция. Почему, если вопрос возникает, почему оно дает мало, а наша даст много? Все, ребята, очень просто. В ветроэнергетике есть два важных фактора. Первое – это скорость воздушного потока, а в Бахрейне здания стоят так, что они ускоряют этот воздушный поток. И площадь, на которую этот воздушный поток воздействует. Так вот, площадь, на которую он воздействует в Бахрейне, наверное, если там 80-100 квадратных метров наберется, то хорошо. А в нашем случае, если здание там 300 метров высотой, то 1200 или даже 1500 метров, которые метает ветер, то есть мы можем обеспечить. И, конечно же, это многое меняет. Представьте парус 80 квадратов и представьте парус там 1200 или 1500 метров квадратных. Плюс ко всему, наше здание, оно с любой стороны принимает воздушный поток. И, конечно же, это обеспечивает более лучшую работоспособность. Поэтому это определенный прогресс. Так, также состоялась, ребята, поездка во Вьетнам. Документы для Вьетнама делались тоже очень долго. Я побывал там в начале марта. Порядка 1,5 месяцев ушло на то, чтобы сделать документы, потому что Вьетнам он был закрыт на карантин.
Вот. Пришлось находиться на карантине там 3 дня в гостинице, ну, хорошо, что не неделю и не больше, да. Состоялись ряд встреч, это были наши инвесторы из Вьетнама, это был Институт физико-механических наук во Вьетнаме, где мы тоже провели презентацию, получили обратную связь от светил науки во Вьетнаме. Вот. Ну, связь позитивная, в большей части позитивная. Вообще, бывает, честно говоря, негатив, но он прежде всего связан, мне кажется, все-таки с некоторым объемом зависти. Потому что, ну, действительно, некоторые люди работают в области возобновляемых источников и 40, и даже 45 лет. Вот. Но такого решения, как у нас, они не нашли. И, может быть, немного им обидно. Такое бывает, но когда с ними знакомишься, больше общаешься и говоришь, что если мы будем объект во Вьетнаме реализовывать, то мы можем и должны привлечь вас как местных специалистов, потому что это облегчит, увеличит нашу скорость движения здесь, внутри вашей страны. Вот. Ну и вроде бы так на позитиве более-менее. Так, да, значит, еще одна новость, это подписанное соглашение с вьетнамской компанией. Вот. На самом деле оно подписано. Я знаете, почему сейчас думаю, как сказать, то есть у нас в этом соглашении первый пункт, на который нужно обратить внимание, это конфиденциальность. Там написано, что нельзя, соответственно, этот договор показывать, называть имя компании и так далее публично. Но если кто-то хочет ознакомиться с этим договором очно, без фотоаппарата, в нашем офисе мы можем его предоставить для очного ознакомления, в этом проблемы никакой нет. Поэтому добро пожаловать. Так, ну что там идет, о чем там идет речь, ребят? Значит, подписано в целом 2 соглашения. Первое соглашение было подписано на первой встрече, что мы имеем взаимный интерес, так как у компании есть есть интерес и желание построить на территории Вьетнама ну, такой новый микрорайон, может быть даже в какой-то степени и город. Вот. Он должен быть очень высокого уровня использования технологий современных. Это у них пунктом номер 1 стоит. Вот. Так, что еще сказать, чтобы лишнего не было, да? Так, вот это было первое соглашение такое, то есть подробностей там было мало. Второе соглашение, которое мы подписали через примерно 4 или 5 дней, там уже более подробно было прописано, что проект «Ветер» предоставляет концепцию архитектурную на данную территорию, в дальнейшем, значит, разработку проекта, это нанимает уже вьетнамская сторона, компанию. Я оказываю поддержку, консультации по технической части. Значит, делают они смету и приступают непосредственно к строительству. Они сами решают вопросы с подрядчиками. Вот. Ну, все это будет происходить непосредственно при участии нашего проекта. Вот. Часть этого здания мы должны будем выкупать, но выкупать только лишь готовое. Вот. Я не знаю, насколько это реальная история, я не знаю, насколько это быстрая история, но я уверен, что настроение у них очень хорошее, и они очень бы хотели реализовать этот проект у себя на своей территории. Они, я думаю, догадываются и понимают, что такое здание, оно привлечет к себе достаточно большое количество внимания. Вот. Ну, а наличие внимания, как правило, повышает спрос на ближайшие и участки, и ну, вообще как бы на территорию города и так далее, да, с последующими выгодами. Вот. Я думаю, что вполне это все реально. И у нас есть план в ближайшие 2-3 недели нашего архитектора
У нас уже разработка этой архитектурной концепции именно под эту локацию, она уже началась. У нас есть съемка с дрона с этого места. И есть план, значит, наш архитектор посетит Вьетнам, проведет там не менее месяца и непосредственно с руководителем компании, с которой мы подписали соглашение, они должны найти ту самую архитектуру, которая им нравится, но с возможностью использования вот нашего источника зеленой энергии ветроэлектростанции. И, кстати говоря, один из вариантов такой архитектуры мы публикуем примерно через 2 недели. Вот. Это здание совершенно не похоже на все предыдущие наши проекты. Как я и говорил ранее, все автомобили на 4 колесах, но, то есть принцип у них у всех один, 4 колеса, но дизайн у них у всех разный. Точно так же и здание. Может быть 3, 4 или 5 как бы зданий, да, если хотите назвать объединенные в одной группе, совершенно разной архитектурой. Ну и вообще самый главный, конечно же, вопрос, сегодня: мешает ли сегодняшняя ситуация в мире нашему проекту? Ребят, ну, конечно, есть проблемы. Проблемы в первую очередь тогда, когда началась, значит, вот эта ситуация с коронавирусом, была сложность просто в перемещении. Самолеты никуда не летали, визы никто никуда никому не выдавал, и просто-напросто все сидели дома. Вот. Помешало это проекту? Конечно, помешало. Мы пропустили большое количество выставок, ну, то есть все пропустили большое количество выставок. А что такое выставка? Это взаимодействие, это обмен информацией, вот. А именно так и развивается любой проект. Это привлечение людей, договоренности, разработки, совместная деятельность и, как следствие, результат. Но вот в этом смысле, да, то есть скорость развития снижается. Но сказать так, чтобы мы не могли себе позволить дальше развиваться, конечно же, нет. Как я и говорил ранее, это, вот, например, есть компания Mercedes, есть завод по производству автомобилей. Так вот, такие ситуации, когда мир встает на паузу, когда он остается дома, случаются локдауны, вот такие компании, да, они могут обанкротиться, потому что у них есть производственные площади, у них есть крыши, которые нужно обслуживать, и если этого не делать, дождь попадет буквально в цеха и может нанести вред оборудованию и так далее. То есть у них все равно присутствуют текущие расходы. В нашем случае, в настоящий момент, пока этого нет. Основная работа — это у нас получение патентов. Кстати, о патентах сегодня будет очень хорошая новость, значит, по вопросу по получению патентов. Если у кого-то под рукой есть бокал там и шампанское, можете использовать это. Это будет не напрасно. Вот. Ну, спортсменам, как обычно, вода или протеин. Так вот, ребят, значит, ни один вот такой кризис в мире, он не может как-то сломать наш проект. Просто он этого сделать не может. Потому что, я напомню, срок действия патентов у нас до 2038 года. Да, проект может развиваться медленнее, но он все равно будет развиваться. И поэтому мы не остановимся и не останавливаемся. Ну, некоторое снижение скорости, да, оно может быть. И вот, ребят, значит, относительно новости. Да, кстати, также мы делаем сейчас проектные работы. Мы наняли специальную компанию. Вот, и мы сейчас проектируем каркас здания, и ведутся исследовательские работы, ветровые нагрузки. Вы можете узнавать тут наши силуэты.
В общем, уже документация она уже копится и работа идет. Здесь мы взяли сейсмику, это Дубай. Вот. Но если это будет другой регион, то, в общем-то, это не проблема. Небольшие изменения там в формуле по расчету этих конструкций приведут к нас к небольшим изменениям в этом каркасе, и мы получим тот необходимый экземпляр, который будет непосредственно размещаться на той или иной территории. Поэтому это важная работа, она делается. Я думаю, в течение недели или двух у нас уже появится новость об этом на сайте. И, наверное, мы приложим папку со всеми файлами этой работы, и каждый ее сможет оценить, ну, тот, кто, конечно, понимает, что мы делаем. Ну что, ребят, и хорошая новость у нас. Хорошая новость. Буквально 3 дня назад получен документ. Вот. Это решение о выдаче патента по проекту город Logistic Ecosystem на территории США. Вот. Поэтому, ребят, кто у нас инвестор этого проекта, я вас поздравляю. Теперь у нас есть монополия. Срок действия ее как минимум до 2037 года, и она распространяется на территорию Соединенных Штатов Америки. Вот. Это решение. Бланк патента, я думаю, что месяца через 2-3 до нас дойдет. Вот. Долго все эти службы работают, и патентные ведомства, и все эти нотариусы, и юристы, и скорее бы мы уже перешли на какие-то цифровые технологии, которые бы исключили вот эти все долгие доставки вот, тех или иных документов. А иногда это именно физическая почта, потому что нужно выписать доверенность здесь, в России или в Дубай. Эту доверенность нужно выписать, далее ее, возможно, нужно перевести, заверить, верифицировать в посольстве той страны, куда мы отправляем эту доверенность, и потом все это отправить почтовой службой. Все это, конечно, очень много времени занимает, но так или иначе работа идет. Поэтому, ребят, я вас поздравляю. Это очень хорошая и очень серьезная новость. Так, ну что, теперь я смотрю вопросы. Угу. Так, я вижу, что кто-то просит здесь говорить на английском языке. Значит, ребят, ну напишите, пожалуйста, в комментариях, что на создание субтитров по этому видео у нас уйдет 3-4 дня. Соответственно, когда через 3-4 дня вы включите этот ролик, ну, ребята, которые говорят на разных языках, они смогут включить субтитры. Как правило, мы добавляем 14 языков, поэтому трансляция это будет доступна для всех. Ну а вопросы, конечно, вы можете задавать на английском и получить ответ на них с опозданием в 4 дня. Так, все, добро пожаловать в Индию, я вижу приветственные сообщения. Так. Translator, free maybe for 4 days. Translator, субтитры, окей. Так, ребят, ну что-то у нас только сегодня все на английском, что ли, прям говорят. Ешвир, привет. Так, I'm Project, хороший проект. Ну, ребят, что-то я вижу только... Ага, комплименты. Так, когда повысится курс акций до IPO? Ну, смотрите, здесь вопрос не совсем правильно звучит. Когда повысится курс акций? Ну, до IPO на самом деле еще очень далеко. Почему? Потому что на IPO может выйти та компания, которая показывает прибыль стабильную в течение 3 лет не менее 5% от уставного капитала. У нас еще и компания, именно акционерное общество, оно как таковое еще не создано. Сейчас все инвесторы получают электронно-цифровые ключи. Я напомню в 2 словах. Ребят, прежде чем создавать эту компанию, мы должны получить патенты
во всех странах, куда мы сделали заявки. Вот один из них, это США, мы уже получили. Я надеюсь, в этом году мы из большей части стран сможем их получить. Я бы этого очень хотел. После чего мы сделаем оценку этих патентов и внесем их в уставный капитал вновь созданного акционерного общества. Где оно будет создано, я пока не знаю. Почему? Потому что ситуация в мире меняется постоянно. Поэтому, это на самом деле сейчас никак не влияет на скорость развития проекта, и проблемы в этом, ребят, никакой нет. Так вот, после создания этого акционерного общества мы сможем передать эти акции законным владельцам. Ну а дальше мы должны будем уже показывать эту самую прибыль, то есть у нас должны будут быть уже продажи, и тогда уже мы можем говорить об IPO. Но давайте не забывать, что сегодня мир уже не тот, что был 10 лет назад, и поэтому сейчас есть те же самые криптобиржи, и если завтра мы получили доход, условно, да, говоря, если мы продали, реализовали лицензию, получили предоплату какую-то и так далее, то нет никакой проблемы связаться со всеми нашими инвесторами, у тех, у кого их нет, попросить завести кошельки, куда мы беспрепятственно отправим USDT или другой способ, и, соответственно, мы сможем поделиться этой прибылью. Да, поэтому путь, с одной стороны, до IPO, он долгий, непростой, но если эта прибыль будет раньше, то вы ее сразу же получите. И я напомню, ребят, любой проект, любой договор, он будет, естественно, конечно же, публичным, потому что такие крупные объекты, их скрыть невозможно. И я думаю, вы об этом узнаете и не только с нашего YouTube-канала, а и из средств массовой информации. Потому что я думаю, что когда начнет реализовываться один из этих или сразу два даже проектов, большой интерес это будет вызывать у средств массовой информации, и они будут делать репортажи об этом, что, конечно же, будет тоже полезно, потому что это реклама, а реклама – это двигатель прогресса, как говорят, да? Так, ну что, ребят, относительно сегодняшней ситуации в мире я уже ответил, что нет такой ситуации, которая бы заставила нас остановиться и все бросить. Не может быть такой ситуации. Даже если мир на 5 лет будет полностью заблокирован, все равно срок действия патента у нас еще очень долгий, и, соответственно, мы цели достигнем. Так, ну что, ребят, задают вопрос, а планируется ли изменить стоимость долей? Да, у нас традиция такая, что если мы получили какое-то новое достижение в проекте, по проекту, то, как правило, цена меняется. Но дату и время, и объем я пока назвать не могу, ребят. Просто не было даже времени на эту тему пообсуждать с нашей командой. Так, ну что, я вижу комплименты, замечательный проект, потрясающий между войной. Так, все, про войну мы сегодня уже поговорили. Про Вьетнам я уже рассказал. Ага. Гарселия, приветствую. Так. Приветствую, Денис. Есть ли одна и та же компания в Новосибирске и Дубае? Можно ли инвестировать в акции Дубая? Я видел ваши учительные документы в Дубае. Чем отличаются участки в Дубае? Смотрите, неважно, какая компания у нас сегодня есть в Новосибирске, неважно, какая компания у нас сегодня есть здесь, в Дубае, вы получаете на руки электронный цифровой ключ. Поэтому этот документ прежде всего гарантирует вам передачу акций, реальных акций компании после того, когда она будет учреждена и будет проведена эмиссия этих самых акций. Поэтому проект один, и не думайте о том, в каком это городе происходит сегодня.
Так, ну что еще, ребят? Когда компания проводит оценку интеллектуальной собственности и устанавливает стоимость одной акции, на какую биржу вы пойдете? Тоже вопрос, это, ребята, 48-й. Даже не думали, какая именно биржа. Ну, где будет выгоднее, где будет удобнее. Ну, логика здесь простая. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Вот. Когда каждый из нас ставит перед собой цель, и, конечно же, он ищет наиболее легкие пути их достижения, этих целей. Поэтому, в зависимости от текущей ситуации, на тот момент собрались, сели, решили и сделали. Так. Вьетнам, привет. Значит, Индия, привет. Welcome. Ага. Так, Артем Уваров, привет из Москвы. От Артема все получится. Да, Артем, я помню, вы были на выставке Архимед. Это я помню. Я помню. Кстати, у нас выставка пройдет сейчас. Так, что-то я забыл выписать. Выставка Архимед у нас пройдет буквально через неделю, по-моему, в Москве. Но мы новость сейчас об этом на сайте сделаем. Поэтому те, кто находится в Москве, обязательно, ребят, посетите наш стенд. Будем рады вас видеть. Также у нас планируется выставка в Турции. Так, это город Стамбул, и она состоится в апреле, в районе 20-х числах апреля, по-моему. Мы также новость об этом на сайте сделаем. Так, вопрос. Значит, территорию выбрали или нет, Евгений спрашивает. Евгений, мы как раз находимся в процессе, и очень хотелось бы до ноября месяца с этой самой территорией определиться. Сейчас мы ведем на эту тему диалог с Вьетнамом. Мы также ведем разведывательную деятельность по Таиланду. В настоящий момент подобрано 5 очень хороших локаций. Это находится на берегу. Вот. Но есть некоторые ограничения по высотности зданий по строительству в Таиланде. Поэтому буквально в понедельник, вторник Константин, который живет в Таиланде уже более 12 лет, и мы с ним знакомы уже тоже более 20 лет, он посетит Министерство строительства, которое находится в городе Бангкок, сделает презентацию нашего проекта и задаст вопрос, в каких локациях возможна реализация такого высокого здания и с учетом тех инноваций, которые мы предлагаем. Так, а вы позиционируете себя как российская компания, мы себя позиционируем как инновационный проект. Вот и все. А где может быть реализовано, нам не принципиально, какая территория. Вот мне, честно сказать, нет никакой разницы. Я не вижу никаких препятствий между национальностями. Я считаю, что мы все из одного зерна, все мы вышли из Африки, да, согласно существующей гипотезе, и все мы где-то родственники, и все эти придуманные границы, которых из космоса космонавты часто говорят, не видно, я не думаю, что о них нужно думать, и как себя позиционировать так или иначе. Мы все, ребята, одинаковые, у нас у всех одно желание – это дышать чистым воздухом, жить долго и иметь как можно меньше проблем. Я думаю, надо это учитывать. Так, еще вопрос. Артемий пишет. Денис, вы же сами говорите о цифровизации, так что это удобно. Акция – это прошлый век, монета, ветер и город. Да, ребят, можно, конечно, сделать токен, вот, и тогда мы попадем, я прекрасно знаю и понимаю, что мы попадем в поле, где большое количество инвесторов сразу нас увидят и заметят, и мы будем привлекать куда больше объем инвестиций. Но скажу, что делать сегодня это преждевременно. Почему? Потому что, ну, во-первых, лучше, когда ты выходишь как бы на большие площадки, где много инвесторов, лучше, когда у тебя больше доказательств. А лучшее доказательство будет осуществление этого проекта, это когда
уже будут непосредственно вестись работы на строительном участке, где мы установим также веб-камеру, как мы сделали сегодня, когда вы можете наблюдать, что происходит в наших макетных мастерских, в нашем колл-центре. Также у нас есть план и здесь, в Дубае, эту самую камеру поставить, чтобы мы были всегда под присмотром. Так вот, чем больше будет доказательств, тем более качественно можно эту работу будет сделать. Я считаю, что торопиться некуда. Тех ресурсов, которые сегодня мы получаем, нам достаточно для ведения текущей деятельности. Поэтому все своим чередом. Но, возможно, я же не знаю, как там будет этот токен, насколько он будет удобен для наших инвесторов. Но, ребят, смотрите, если появляются новые технологии, новые какие-то идеи по поводу там бирж, там есть традиционные биржи, есть биржи инновационные, да, это же можно всегда также собраться и просто решить. Просто собрались, оценили текущую ситуацию, оценили текущее положение, да, новые технологии и приняли решение, в каком направлении двигаться. Поэтому, да, вполне такое может быть. Так. Так, Мохаммед Закир, тут я вижу тоже комплименты пишет, Артемий. Так, такого на рынке еще нет. А какая эмиссия? Артемий, эмиссия у нас указана в электронном цифровом ключе 314 миллиардов долей, 140 миллионов, которые стоят сегодня там 0,0001 цент за штуку. Так, Евгений пишет спасибо. Все, ребят, спасибо. Хорошая возможность инвестировать в проект надежный. Ребят, я на самом деле тоже в него верю. И, честно сказать, события очень хорошо развиваются. Ну, не поверил бы я, если бы мне сказали 3 года назад, что сейчас будет у нас коллектив уже более 50 человек. Вот. И на территории разных стран находиться. И что у нас будет такой большой офис. И что такое будет огромное вовлечение в этот проект. Я не мог себе представить, что это возможно, но где-то об этом я мечтал. Где-то об этом я думал. И все эти мысли, они материализуются. Иногда я даже просто удивляюсь, как это происходит. Вот в нашем офисе есть деревья, они настоящие деревья, да. А буквально, я не знаю, там в октябре месяце я только лишь думал о том, что было бы неплохо иметь одно общее большое пространство, где было бы всем комфортно, где бы мы могли реализовать вот этот большой макет по Дубаям, и было бы неплохо, чтобы оживить как-то территорию, сделать комфортной. Было бы неплохо иметь живую растительность как можно больше. Вот. Ну и здесь у нас сейчас стоят деревья высотой более 4 метров. И как-то, знаете, все это быстро раз и сложилось. И нашли мы и хорошие условия, и очень хорошую локацию. Я не знаю, как это происходит. Так, Алексей Ржевич спрашивает, зачем выкупать часть здания согласно соглашению? Алексей, ну, наверное, это даст больше гарантий вот, нашим потенциальным партнерам в том, что эта технология работоспособная, и мы понимаем, что это здание можно реализовать, и, соответственно, и в нем площадь реализовать, наверное, так будет комфортнее. Но в этом ничего плохого нет. Мы же выкупаем-то по той цене, по которой мы сможем продать. Даже, я думаю, и меньше будет стоимость. Поэтому мы здесь ничего абсолютно не теряем. Мы можем, выкупив 1 этаж или 2 этажа здания или 3 этажа здания, мы можем тут же выставить их на продажу и, соответственно, предложить всем желающим получить, израсходовать на них, скажем, там 10 единиц, реализовав их, получить 11 единиц и инвестировать также еще в следующие 3 этажа. Поэтому это не единовременный взнос, это появилась готовая часть здания, приобрели. Пришли, приняли, посмотрели, все соответствует, приобрели. И также сразу мы можем предлагать это на открытом рынке, поэтому здесь
текущих инвесторов эта, наверное, ситуация даже никак не коснется и не потребует нам никаких дополнительных, вполне возможно, даже и ресурсов. Так, как вариант. Да, Артемий предлагает нам монету выпустить. Ну, я это все понимаю, Артемий, но пока это рано. Пока это рано. Позднее сделаем. Мы никуда не опоздаем, поверьте, вообще никуда не опоздаем. Я сторонник того, чтобы хорошо подготовиться к любому процессу. Так, Илья пишет, предупреждайте. Да, Илья, мы понимаем, что надо предупреждать. Это очень хороший стимул для того, чтобы люди понимали, что сейчас нужно стать инвестором проекта. Так, Владимир за проект. Спасибо, Владимир, я тоже за проект. Виталий, когда будет готов новый сайт и чем он будет отличаться от сегодняшнего? Виталий, это речь идет прежде всего о новом кабинете. Чем будет отличаться? Будет отличаться, ну, многие будут отличаться. Сейчас я так сходу не могу сказать, да? Там очень много будет отличий. Он будет удобнее, комфортнее, быстрее, не знаю, там, веселее, и будет легче с ним работать. Так, ну что, ребят, так, по-вьетнамски я не читаю. Вьетнам, си, хао, тао, нха, дао, тхен. Я не знаю, может быть, я правильно прочитал, может быть, нет. И я надеюсь, что здесь что-то позитивное. Ну что, ребят, до новых встреч. Как часто нужны прямые эфиры? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Рад был всех видеть. Я надеюсь, те новости, которые я сообщил, они вам понравились. Спасибо за поддержку. Мы не остановимся. Мы будем идти только вперед. И мы обязательно должны будем достигнуть нашей цели. Реализация проектов. Следите за новостями. В Инстаграме у нас часто выкладываются сторисы по текущей работе, и информации там больше намного, чем у нас на сайте. Также мы возобновили сейчас работу по страничке ВКонтакте. Facebook группу, я не знаю, сделали или нет, но, возможно, если ее нет, то сделаем также в течение недельки. Поэтому подписывайтесь на эти социальные сети, будьте в курсе, наблюдайте ежедневно за нашей работой. Спасибо за поддержку. Всем пока.